Привет, решил заменить клавиатуру у своего ноутбука, потому что около 4 клавиш постоянно просто изводят меня, заедают. Приходится либо сильно нажимать, либо еще что-то. Хотя внутри ничего не попало, но, видимо, вышли из строя. И я заказал клавиатуру, но чтобы ее заменить, нужно постараться. Поэтому решил поделиться своим опытом. Суть в том, что клавиатура сама, она одевается не сверху, как на многих ноутбуках, а изнутри. Одевается и продевается сквозь отверстия, квадратики. То есть корпус вот верхний, это у нас как раз вот такая вот ситуация. И эта клавиатура потом прижимается вот этой металлической пластиной. Но ни одного шурупа нет. Видите вот эти черные, припаянные таким вот способом, расплавленным пластиком. И чтобы снять, необходимо срезать. Я вот уже начал. Беру скальпель и просто срезаю вот эту шляпку. Она срезается на уровне корпуса, после чего пластинка разрешается уже снять ее. Но теперь нужно по всему периметру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тут еще, наверное, штук 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Короче, штук 30 точно или 40 есть. Вот эти точки не надо будет трогать, наверное, я так думаю. А может и надо. И потом только доберусь. Потом вложу туда новую клавиатуру. И после этого нужно будет в те же места приклеить клеем, либо тоже паяльником кусочки пластика вот так вот придавить. Ну, поделюсь опытом и скажу, что получилось. Клавиатура стоит примерно $18 с бесплатной доставкой в Украину. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. И еще одна особенность данной клавиатуры, о которой я не упомянул, это то, что она имеет собственную подсветку. Это удобно, потому что красным цветом в ночное время слегка подсвечиваются буквы и цифры, то есть вся информация, и можно с легкостью печатать. Ссылка есть в описании. Будем начинать теперь ремонт. Кажется, ремонт подходит к своему завершению. Пластина держится хорошо. Все места, где нужно было, чтобы была прижата она, были пропаяны паяльником. Ну и, как вы видели, я дополнил пластиком. Теперь начинаем установку.
Ну и теперь, конечно, нужно проверить каждую кнопку, все ли работает, нет ли какого-то заводского брака или отсутствия контакта. Ну и думаю, вам будет интересно узнать параметры данного ноутбука. Этому ноутбуку лично в нашей семье уже 6 лет. Скоро пойдет в школу, если шутить, что в 7 лет дети идут в школу. Хотя и в 6 идут. Верно служит верой и правдой. Каждый день в работе. Очень выручает. Ноутбук Asus ROG JL752VW. Ну и здесь его кодовое имя. У него диагональ 17 дюймов. У него очень хорошая производительность, матовый экран Full HD и процессор Core i7 6700HQ до 3,5 ГГц в работе. Очень хорошо подходит для работы видеомонтажа. Я специально с Валюшей выбирал именно эту модель. На тот момент он стоил ровно $1000. Да, это была неподъемная сумма, но спасибо друзьям, что выручили, и в течение около 5-6 месяцев, очень активно трудясь, мы смогли выплатить долг. И поделюсь его параметрами. Изначально здесь было 16 гигабайт оперативки, максимально можно было установить до 32, что я и сделал, и в этом мне помог тоже товарищ. Он хорошо разбирается в том, чтобы подобрать нужную оперативную память, чтобы работали в паре. И изначально здесь не было SSD, но я установил SSD до 256 гигабайт здесь сейчас установлено. Добавил к нему 2 терабайта жесткий диск, как здесь и указано, хотя изначально не было. Ну и, как вы видите, здесь хорошая видеокарта GXT 960M 4 гигабайта. Вместо привода встроенного я добавил дополнительно специальный бокс, чтобы туда можно было установить также жесткий диск. Производил ему несколько раз уже обслуживание по чистке и замене термопасты. Никаких претензий к нему нет. И хотя он снят с производства, он по-прежнему в цене. Его можно купить и не только БУ, но и новую модельку поискать на Амазоне. Но в этом смысла, кажется, сегодня нет, так как есть много других моделей. Рад был с вами поделиться тем, как смог самостоятельно заменить клавиатуру в данном ноутбуке. Ставьте лайк за труды. До встречи в новых видеопроектах.